Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. О, чё, покрутимся, ребят? О. Чё, давайте покрутимся, а? Крутимся или как? Играем на крутилочки или играем на чем-нибудь другом интересном? Быстренько в чат напишите, что вы думаете. Играем на крутилочки или будем на чем-то другом? Там что-то на своем базаре. Блин, на чем же таком сыграть, интересно? На самом деле, давайте поиграем через волшебников на ТБ. Я думаю, это будет прикольно. ТБ убийцы и всякое такое. А может, это будет и не ТБ убийца. Сейчас узнаем. Такие все предметы, конечно. Ну ладно. Так что, ребят, расскажите, как вам чемпионат был? Не, ну на цветке без пятерки цветки такое играть, если честно. Я сколько раз играл, то ну, было вообще не очень. Давай алхимика через троллей. Ну, в принципе, кстати, тоже как вариант. Здоровый, я новенький. И тут, и в игре, подскажите, гоблины и... Гоблины и книжника. Корл. Лучше алхимик или бабку сделать? Немножко не понял вопрос, если честно. Буду откровенно честным, но я не понял немножко вопроса. Кто лучше керри, типа алхимик, либо же бабка? Лучше, конечно же, алхимик будет, потом перестройка в троллей. Это самый такой обалденный вариант. Привет, как прошел чемпионат, а то я не успел. Ну, я топ-5 отлетел, и там просто абсурдная ситуация была. Мне Doom с первой же секунды на кунг-фу панду прилетел. Ну и несколько раз ко мне пришел вот такой вот челик, который крутится, вертится. Ну и сам понимаешь, что и в итоге было. Но было забавно, было интересно, но в принципе ладно. Обидно, конечно, что отлетел. Хотелось бы, конечно, продолжить, но и так сойдет. Дали шанс мне поучаствовать, я его благополучно пролюбил. Это не абсурд, а база. Ну, недостаточно скилловый, к сожалению. К сожалению. А вот был бы я скилловый... Короче, смотри, ты когда играешь на гоблинах механизмов, ты просто потом берешь и перестраиваешься в алхимика, киру плюс троллей. Это самый идеальный билд, который почти 90% народа... 90% народа выносит без единого шанса. Просто даже подышать не дает свежим воздухом. Слишком душный алхимик получается. Слишком.
Но чемпионат был прикольный. Мне вот понравился, допустим. Несмотря на все трудности, мне понравился. Поэтому полностью его как бы говорить, что он очень-очень плохой, не буду. А ты уже чемпионат отрегал или как? Кстати, еще норм начинать через рыцарей плюс тролли, а потом перестраиваться в алхимика. Кстати, да. Мне тоже об этом в комментариях писали, о том, что ты начинаешь на рыцарях, потом перестраиваешься в троллей, и в принципе это прикольно выходит. Я ни разу еще не пробовал делать, скажу честно, поэтому, ну, надо попробовать хоть разочек и сказать свое мнение на этот счет. Но я не пробовал ни разу. О, гида в двоечку. Ой, как хорошо. Хорошо, что ты мне полностью на лицо не прыгнула. Было бы больно. О, плюс 3 монетки сюда. Обожаю на гоблине получать 3 монеточки. Я обожаю от эгиды получать... Понял. Опять гритеры. Чего ж все так гритеров полюбили? Неужели это та мета, которая контрит Джаггера? Кстати, ТБ не приходит, поэтому, скорее всего, это будет не ТБ. Но уж очень больно долго он не приходит, этот ТБ. Инсектоиды. Хотя я до сих пор не успеваю их собрать, не знаю, как за них играть. Тигран, сразу скажу, инсектоиды это очень... О, короче, без цвета легендарной фигуры, без цвета пятерочки. Сейчас покажу тебе. Где она? Да где ж ты? Потерялся. А ее тут что, нету? Короче, легендарная фигура, цветка, которая кошечка. Без нее инсектоиды играются, ну, очень-очень плохо. Поэтому я тебе рекомендую не играть на инсектоидах, если же у тебя нету цвета. Инсектоид это очень сильная синергия, но тебе нужно, знаешь, ну прям все звезды на небе сойтись. И тогда у тебя все будет четко на инсектоидах. Но в остальном я бы не рекомендовал. Это, наверное, та синергия, которую я бы в действительности никому бы не пожелал. Очень сложная в реализации, очень сложная, в принципе, во всем. Ну и, в принципе, на этом и достаточно, как бы. Блин, SF есть. Хочу SF взять. Два гритера. Понял. Да, их может законтрить звери с Кирой алхимик или алхимик с троллями под Кирой тоже. Тоже как вариант. Слишком легко контрить, короче. Опа. Вот я бы сейчас мог на цветах сыграть, но я не хочу этого делать. Если я сейчас на цветах сыграю, то будет довольно-таки больно мне.
Тут еще есть два гритера, которые у меня... А, вот один гритер. Ну, в принципе, с одним гритером я еще как-то поживу. В принципе, уживемся как-то. Ладно, возьмем так. Собирай гоблинов. Не, гоблинов я уже собирал, я завтра их выпущу. Может, наглую на воинах. На самом деле мне приходит немножечко лучше, чем гоблины. Хотя на самом деле и гоблины неплохо так поприходили. В принципе, можно было бы и на гоблинах катнуть. Но, как мы видим, мне приходит немножечко, но получше. Вот так вот мы берем, вот так вот мы берем. А, не, подожди. Возвращаем обратно все, пока еще рано. Пока еще рано. Светку я здесь реализовывать не смогу и не буду ее пытаться даже реализовать. Я думаю, тут многие уже поняли, что я хочу собрать. Просто единственное смущает, это меня гритер смущает, и все. Ну вот примерно из-за этой темы меня гритеры смущают. Он хрону мне на лицо поставил, и все, я чилю. Ну и вот щитки сейчас будут срабатывать, срабатывать. А нет, выиграл. Чисто у гритера сейчас слеза по щеке побежала. Так, я возьму уровень, мне не хватает места. А что посоветуешь новичку собрать? Может, мертвецов или эльфов? Ну, легкая сборка, так скажем. Собираем маги через волшебников. Вот как выше написал человек комментарий. Точнее, ну, не комментарий, а в чате написал просто. Собирай их, и проблем у тебя не будет от слова совсем. Кстати, еще один гритер собирается. Два гритера здесь будет, один через лустрик. Просто здесь на 9 магах меня могут порвать. И мне нужно придумать, что это будет. Но я стартану на 9 магах чисто ради старта. А дальше, наверное, перестрою все-таки в алхимика Киру. Лучше уже эльфы через волшебников. Ну, либо эльфы через волшебников. Просто эльфов у меня так как таковых нету. Легче и надежнее. Ну, ну, воины тут просто могут на лицо выкатиться. Тогда да, тут будет проблемно. Если на лицо воины выкатятся. Мне сейчас просто 7 уровень нужно выставить, чтобы выставить свою синергию. Бревно с дросси, радика, мелом сердца не чувствует воина. А, ну, кстати, да. Но только пока Дум не прилетит на это бревно. Как только Дум прилетает на это бревно, то все. Вот это вот пинг 300. Понимаю. На самом деле, пока я еще не начал собирать свою синергию и не ставить ее, я думаю, против гритеров все-таки придется поставить мне эльфов. Просто тогда надо заменить будет керри, а вот керри на кого заменить, надо подумать. Да, Дис, именно так. Передаем привет трактористу. 9 воинов через визардов сейчас такое. Может, на следующий стрим я это сделаю, но такое сейчас. Слишком много синергий, которые легко контрят их.
Ну, по крайней мере, люди научились. И плюс последний патч немножечко, ну, хорошенько так воинов подкорректировал. Но зато, когда против тебя играет алхимик Кира, воины тут как тут работают. Вот, вообще идеально. Тут, кстати, есть Хускара, можно было бы через Хускара еще сыграть. Так, ну я думаю, пора. Так, сейчас, ребят, чать отвечу. А демоны слабые, так понимаю, почти их не собирают. Да, зачем демонов собирать, когда ты можешь собрать... Когда ты можешь собрать 4 ведьмака и сделать себе полных демонов. Просто через ведьмаков синергию. Ну да. Не знаю, как-то Блинк мне не особо нравится. Че же просто играть на демонах? Тебе нужно 4 ведьмака собрать и просто кайфовать от игры. И все. Просто ты можешь ведьмаков, кстати, собрать с убийцами, и будет все четко. Ты же собираешь 6 убийц и 4 ведьмака, и это довольно-таки сильно выглядит. Блин, а я скипнул Дискорд. Эх, дурак, скипнул Дискорд. Ой, дурак. Зачем скипнул? Непонятно. Так, они здесь, значит, они будут здесь отраженно. Окей. На самом деле можно поближе поставить. Так, семечко бревна. Короче, для меня сейчас вот против меня кто будет играть, это опасен очень сильно будет Гритер. Всех остальных я сейчас буду стирать так быстренько. Сейчас надо уровень немножечко взять. Это единственный момент, который я провтыкал. Нужен уровень, и чтобы Хускара собрать. На всякий случай. Кстати, ребята, у всех стрим там лагает или всякое такое, или все нормально со стримом? Если что, черное мигание, это не у вас, это у меня. Я проверяю просто у себя, что все четко или не очень. Ну, вроде все четко. Вроде проблем я никаких не вижу. Полет нормальный. Полет успешен. Я немножко не понимаю надпись вот это от магов синергии. Ребят, может кто шарит, напишите сейчас в чатике. У магов написано, что каждый выживший союзник маг на доске дает магу 10% частей маны до 50%. Что это? Я этот момент не совсем понимаю. Для меня это какая-то, ну... Не сказать, чтобы ересь, но ересь. Что-то какой-то набор символов, как по мне.
Я просто не вижу вот этой вот темы, где мои маги получают 10%. Вообще не вижу. Ну, то есть, вот смотрите. Маги. Да и стой на месте. Классовая особенность. Каждый выживший союзник маг на доске дает магу 10% частей маны до 50%. Что это означает? Типа на 10% больше маны восстанавливать затычку или как? Мне не ясен этот момент. Вообще не ясен, я бы так сказал. Так, есть гриттер, но он пока еще живой. Надо что-то с гриттером будет придумать. Против гриттера, в принципе, можно будет придумать следующее. Поставить рыцарей и выносить через линию таким же способом. Либо же поставить будет воинов, перебить его воинами. Либо же не знаю. Можно было бы только что поставить людей, но я не захотел. Я считаю, что у меня ну, еще слабый стол. Поэтому пока что лучше так. Ладно, короче, Doom это очень круто. Слишком много денег требует. Слишком дорогой персонаж. О, кстати, ребят, хотите, я расскажу вам небольшой абуз по предметам. Смотрите. Показываю один раз. Больше повторения не будет, сразу говорю. Так, клинок эрозии. Смотрите, когда вы берете зимние объятия, вот этот вот предмет, вы думаете такой, да что тут такого, ну, бесполезный предмет, 10 армора, там 50% замедления скорости атаки в радиусе там вот таком вот. Но на самом деле для магов это крутая тема. Крутая тема в том, что она наносит 100 магического урона. Под магами это 180 магического урона. Плюс у нее КД 20 секунд, но она восстанавливает ману вашему персонажу. То есть, смотрите сейчас, в чем будет прикол. У меня раздор сейчас инкаст у вас заполнится маной и будет кастовать ее. Вот, смотрите. Чпуньк. Мало ли то, что-то, ну, небольшой такой вот промежуток обледенения был, так еще и, как бы, ману заполнила полностью. А СФ и так заполнит ману, он демон, поэтому... Это так. А сейчас я на вопрос отвечу, секунду буквально. Либо, ребят, ответьте на вопрос там человеку в чате задал. Я сейчас тут просто подготавливаюсь немножко. Можно алхимика попробовать. Кстати, вот 9 воинов собралось. Через Хускара, спасибо. Угу. Но самое жесткое для меня это вот чел на гриттерах, я думаю. Может зверей собрать сверху сейчас против него и все. Выкатить ему на лицо зверей, так сказать. Ну все, я понял. Отдыхай, Хускар. Рад был с тобой познакомиться. Будешь знать, как Хускара собирать против моих магов. Оу. Так. Каждый маг дает другим магам 10% от своей заработанной маны. И я не знаю. По поводу будущего патча, ты понял, что клевер будет давать? И я уже не помню, что там был даже за предмет, если честно. Надо его еще раз прочитать. Давайте после катки я его прочитаю, посмотрим. Еще один вопрос. Последний раз, когда играл, там вроде мертвецы были и спамили весь стол какими-то скелетами, и их все больше и больше стало. Что делать в такой ситуации? Собирай, первое, зверей через суммоны. Это раз. Второй момент. Сильно не парься, собирай шаманов, и все, шаманы просто переспамят этого нежить, и ГГВП будет у тому челику, который играет на мертвецах. Ну и также сам Алхим, тролли Кира. Идеально его контрят.
Да ты издеваешься надо мной. Ты прикинь, что приходит. Короче, самый опасный это гридер. Самый опасный. А, ну, кстати, у меня еще не из этого котла пропустил. Ну, я котла не пропустил. У меня есть ЦМ. Хотя, может быть, лучше котел был. Не знаю. Что думаете, зря я котла пропустил или не зря котла пропустил? Опа. На самом деле, не знаю, мне хочется Лину... Может, реально поставить какого-то... Еще одного мага. Просто магического урона у меня достаточно. Я не уверен, что мне... Ну, я успею ману накопить для всех этих героев. Короче, сейчас самый опасный это гриттер для меня. И с гриттером нужно будет что-то делать. А что делать, я пока не особо знаю, но я на всякий случай, наверное, буду собирать котел сломать. Ну да, но я имею в виду, если ЦМ-ку сейчас скипнуть. Я просто думаю, что у меня ману не будет успевать накопить, ребята мои. Поэтому я не особо рвался, так сказать, собирать его. Хотя на самом деле, я думаю, не особо он то и сломает сейчас. Не, ну здесь нету... Ладно, тут нету ничего такого, поэтому это предмет скипаю. Еще лучше предмет приходит, это мы все берем вот так вот скипаем. Этот предмет скипаем. Этот предмет скипаем. Давай молнии. Окей. Окей. Не молнии, так не молнии. Так, надо расстановку гриттера сейчас посмотреть, чтобы он мне на лицо не прыгнул, Марси. Ух ты, боже, она с Радиком. Так, ты здесь, значит, ты здесь. А значит, ты сюда. Ага, понял, значит, сюда. Так, лондруида обязательно. Кто не понял, я сейчас делаю себе керри Лину через руку. О, подожди, стой. Если здесь, то здесь. Вот это я сейчас дизинфу закинул сам себе. Свен? Что? А, он на 9 уровне. Я-то думаю, каким образом он Свена наролить успел? Я, наверное, алхимика, знаете, на подстраховку сейчас возьму. Я, может быть, просто в алхимика все потом перекину. А что лучше? Рубик или Гримтач, как думаете? Мне кажется, Гримтач будет получше, чем Рубик. Просто Рубик, он тырит как бы способность. Это типа прикольно. А, у него лондруид мой, понял. Проблема для меня. Грим. Мне тоже кажется, Грим будет получше. По длину так вообще будет шикарно. Так, подожди, еще раз. Какая у тебя там расстановка? Значит, у тебя все здесь, ребята. Вот здесь. Значит, по сути, ты будешь здесь. То есть отраженно, либо... А, подожди, не, или тут. Не, отраженно тут. Сюда. А ну-ка еще раз. Ай-яй-яй, вот это ты сейчас, конечно, расстановочку сделал. Вот это плохо для меня. Ладно. Кстати, голема нашел, прикиньте, чел. Неплохо так. Короче, на подстраховку я буду сейчас собирать себе
этого алхимика. На всякий случай. На всякий случай буду собирать алхимика. Чтобы, если что, потом перестроиться в троллей Киру и быть вот таким вот чувачком. Поэтому сейчас я буду, наверное, уже подбирать себе ребят. И собирать алхимика плюс Киру. Да? Шмотки у меня, в принципе, более-менее нормальные будут под алхимика Киру. Грец сменил ник, я не знаю. Пусть-ка контрить надо. Честно, не знаю. Я потом посмотрю после катки, но, по-моему, нет. Как и был, по-моему. А, это из-за того, что пишет кто-то. Ну, может быть, кстати, все может быть. Я сейчас против Хускара собираю алхимика, наверное. Я вот 8 взял, и у меня стол сильный, больше апать я его не буду. Я даже Лондруида скипну сейчас. Понял, понял. Ну, может быть, кстати, сменил ник, я не знаю. Кстати, я Хускара просто смел в порошок только что. А, это Аерис, а не Микки был. Берем сейчас уровень. Берем сейчас уровень. Я сейчас больше, если честно, опасаюсь, это Марси. Я думаю, Марси мне, дай боже, накидает сейчас по морде. Если посмотрю, конечно, расстановку еще раз этого паренька. Ой, Марси в тройку, понятно. Неожиданно. Тут зеркально, значит, тут. Значит, так расстановку сделаем. Я бы на самом деле даже как-то так сделал себе расстановку. Хотя могу до краев не доставать. Но тут все, в принципе, ближнего боя. И что-то придумать. Так... Ох, ты цвет поставил. Какой ты молодец. Ну, короче, там все, в принципе, ближнего боя. Поэтому я оставлю так свою... Марси не туда, куда надо прыгнула. Куда ты прыгнула, Марси? Не надо было тебе сюда прыгать. Это запретная зона. Сюда только, ну, разумным людям надо. Ладно. Будем собирать алхимика Киру. С алхимиком Кира я гарантированно буду выносить тут всех и вся. Тут уже алхимик собрал один. Кстати, подожди, у меня разор успел закастоваться? Успел, 7500. Не, может не успел. А ну, кто только что видел этот момент? У меня успел разор закаститься или не успел закаститься? Кирин не затащит, говорит. Ну, я думаю, алхимик в двойку затащит. Еще дай боже, как затащит. Так а зачем мне сильный стол? Мне нужен алхим в двойку и Кира. Все. Тогда варианты против такой Марси. Эльфы не помогут. Звери, тем более. Горн. А, ну Горн тоже может не помочь. Ну тут смотря какие предметы будут у моего челика. Не, ну я могу в ответ ему сейчас собрать, конечно, на лицо этого. Я, короче, в ответ на лицо могу ему собрать гритеров тоже. В принципе, проблем у меня не будет. Я со своим столом могу собрать гритеров. А это идея. Кстати. У меня демоны есть, я демонами ломаю СФов, просто СФ оставляю, Марс этого оставляю, Разора это оставляет, ЦМ-ку скипаю. Мне главное пережить вот этих вот ребят всех и вот этого Хусика. Хусик там с экзорцизмом, совсем, там Хусик прям заряженный на полную разнос кабинета. Еще и под инвизом, то есть там у чела полное магическое сопротивление ко всему сейчас. У меня есть такое впечатление, что я могу очень даже легко проиграть эту каточку. Ну, сейчас и посмотрим. Ну, скорее всего, так оно и будет сейчас. У него слишком большой хп реген. А у меня взгляда Азеса нету.
Все очень печально у меня. Даже моя Лина, посмотрите, с такой скоростью атаки не может ничего сделать. Вы просто посмотрите. Что ж, ну, взгляда Зеса нет, проблемы есть, как говорится. Короче, сейчас с ним останемся, если 1 на 1, а я думаю, когда-то мы останемся. Надо будет с ним приколюхи поделать. Так, вот этот вот предмет на уклонение, конечно, хорош, но я возьму себе отхил. Короче, как только я с ним 1 на 1 останусь, я смогу перестроиться. Против Гриттера я, в принципе, Да ты... Как? Я тоже хочу криты. Но у меня взгляда Зеса нету, поэтому из-за того, что у меня нету взгляда Зеса... Из-за того, что у меня нет взгляда Зеса, мне будет немножко тяжело против него играть. Надо просто как можно быстрее вынести других, чтобы я смог полностью просто переделать свою синергию и кайфовать от игры, как говорится. Да ты издеваешься надо мной, а? Ладно, возьму бессмертие. А вот и Хускар пропал. Пропал. Так, что ж мне делать против Гриттера? Ну, Гриттером я могу Гриттера забить. Против Гриттера я могу собрать Гриттера. А он Хускара собрал. Чтоб ты долго жил. Зверей. Зверей можно собрать. Или алхимика. Или алхимика. Подписался, поставил лайк. Спасибо большое тебе. Короче. Попробуем так. Блин, дайте денег сролить, алё. Не душите. Ой, что я сделал? Боже. Короче, ребят, никогда не делайте так, как только что я сделал. Кто заметил, что я только что сделал? Ну-ка, ребят, напишите быстренько в чат. Кто заметил, что я только что такое сделал? Вот из-за чего я немножечко сейчас такому. Да, все правильно.
Зачем ты мне кунка нужен тогда? Подожди. Ты мне не нужен. Да мне, в принципе, вот эти вот друиды не нужны-то. Ой, я уже как-то вышел из своего лимита. Что-то я немножечко... Вы видели, что только что с Марси произошло? Только что Марси пыталась Аману закастить свои скиллы. Просто такая. Зачем тебе тут Хускар? Просто так, для красоты, если честно. На самом деле мне нужен резак. Чисто Марси только что такая в стойку пыталась встать и не получилось. Ну, что ж. На самом деле, зачем мне реально тут Хускар? Тут битва гритеров. Кто сильнее? Мой гритер или гритер противника? Как вы думаете, ребят? Чей гритер будет сильнее? Ну, судя по всему, его. Бей, бей, бей! Тук-тук-тук. Ладно, мой гритер пока. Пока мой гритер. Ух. Да не, Хусик в двойку мне не очень. Не понял, а дебаф от Дискорда не работает, что ли, сейчас? Я сейчас немножечко просто не понял. Дебаф не сработал? Ну да. Получается, Лина сильнее, чем Марси? На самом деле сейчас порешают несколько предметов всего лишь. Мне нужны криты, вот эти вот два предмета, они бесполезные. Поэтому я бы вот эти вот предметы... Вот эти скипнул. О, Кираса. А ну давай посмотрим, насколько Кираса сейчас повлияет на все. Кираса достает? Ну, и, кстати, это тоже. Мне не доходят просто, как по мне. Что-то как-то цепочка мне не нравится. Рапиру надо. Да-да. Рапиру, вот это ты сказал. Где бы эту рапиру взять? Дайте, пожалуйста, гайд. Я рапиру с удовольствием возьму, только дайте ее найти только. Ну, Тайда нет смысла, Свена тоже нет смысла, Гриттера тоже. Так, давайте подождем. Что у меня тут упало? Миссы. Стопэ, у тебя есть что-то против миссов? А у тебя ничего против мясов нету. Иди сюда, ты сладкий мой. Сладкая ты моя булочка. Иди ты сюда. Против мясов у тебя ничего нету. Иди сюда. Иди сюда. Я тебе сейчас расскажу, как. БКБ собрал. Но он думает реально, что я его БКБ выношу, типа магией.
Или как? Да, да, давай, попадай. Ага, ага, да, 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 да. Угу. Угу. На самом деле, были бы у меня криты, игра бы намного быстрее закончилась, да? Но это красиво было, мне понравилось. Хорошо перестроился, а самое главное, вовремя перестроился. Красиво. Вот такую Лину бы всегда в каточке. Если бы я на самом деле успел бы собрать вот этого в тройку и... Вот, ну, короче, вот этих трех персонажей в тройку, его бы стол ничего бы мне не сделал. Марси, конечно, она сильная под гридерами, но... Она на старте сильная. Как я понял, в дальнейшем она намного слабее становится. Плюс, я не знаю, Кираса, ну, не настолько сильно влияет, чтобы прямо... Выносить. Ну и плюс у него, кстати, МКБ не было. Он все закинул Хускара, это прикольно, конечно, но у меня было очень хороший предмет, который просто берет и разваливает. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы, и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.